Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами приготовим меню на день, но немного необычное. Это будет постное меню, то есть и завтрак, и обед, и ужин у нас будут в постном варианте, потому что сейчас рождественский пост, ну и вообще постные рецепты вы спрашивали, поэтому будем готовить разные вкусные, простые рецепты, которые, конечно же, помогают нам снижать вес. Начинаем готовить наш завтрак. 350 граммов осенних яблочек сладких я очистила от кожицы, от сердцевины, измельчила. И теперь буду превращать их в пюре с помощью блендера. Начинаем! 160 граммов хлопьев овсяных быстрого приготовления, 2 столовые ложки кокосовой стружки. Перемешиваю наши немногочисленные, но сухие ингредиенты. Следом отправляю туда наше яблочное пюре. Все перемешиваю до однородного состояния. Пахнет очень вкусно яблоками и кокосом. Овсяно-яблочная смесь готова. Оставляем набухнуть на 5-7 минут, а в это время включаем духовку на 180 градусов нагреваться. Прошло около 7 минут, наше тесто для печенек выглядит отлично, поэтому начинаем с ним работать. Набираю его в ложку и отправляю на ладошку. Прям стихи у меня сегодня получается, просто отличное настроение, готовим вкусный рецепт. Итак, шарик из теста готов. Я его кладу на силиконовый коврик. Вы можете для выпекания использовать бумагу, либо тоже силиконовый коврик, либо выпечь на противне. В общем, поступить так, как удобнее именно вам. Сейчас я леплю из теста шарики. Лопаточку я смочила водой и движением руки, легким, кстати, превращаю наши шарики в печеньки. Выход 10 штук. У меня получилось 10 таких красивых овсяно-яблочных печенюк. Итак, нам остается отправить печеньки в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. 20 минут прошло, еще 2 минутки для того, чтобы была румяная корочка. Я подержала печенюки на конвекции. Как вы видите, они отлично запеклись. Горячая, разламываем. Видите, даже еще пар идет. И получается, что снаружи она вот такая вот запеченная, хорошая, держит форму. А внутри сочная, вкусная. И, кстати, это отличный вариант дать детям с собой в школу. Собственно говоря, так я и поступлю с этими печеньками. Приятного аппетита! Простой и вкусный завтрак мы с вами приготовили. Теперь пора приготовить простой и вкусный обед. Нам понадобится 1 целая луковица. Ее нарезаю так вот на половинки, на 3 части и еще мелким кубиком. В кастрюле я разогрела 2 столовые ложки растительного масла. Отправляем лук пассероваться. 2 хорошенькие морковки нарезаю тонкими-притонкими кружочками. Отправляем кружки морковки к луку и перемешиваем. У меня 400 граммов шампиньонов. Нарезаю их на дольки около сантиметра толщиной. Грибочки отправляем к другим овощам. Самое время поперчить. Делаем это, конечно же, по вкусу. И теперь нам остается все перемешать, для того, чтобы овощи у нас с вами готовились равномерно. И сейчас нам потребуется 5-7 минут пассеровать все вместе на среднем огне. 5 минут прошло. Овощи выглядят просто отлично. Добавляю 200 граммов фасоли. Я ее предварительно отварила. Еще для густоты добавим 2 столовые ложки кускуса. Нет кускуса, можете использовать рис. Любую другую крупу, которая у вас есть и которая вам нравится. Добавляем воду. Доводим объем нашего супа до 2 литров. Теперь я солю по вкусу. И да, я и в Сербии нашла свою любимую копченую паприку. Накрываю суп крышкой и оставляю на 5-7 минут до готовности на огне чуть выше среднего, под крышкой. 5 минут прошло, и вот уже наш супчик готов отправиться в тарелку, для того, чтобы у нас был вкусный, сытный и при этом постный обед. Кстати, фасоль можно заменить на зеленый горошек, если у вас нет фасоли, но есть горошек. Приятного аппетита! Обязательно приготовьте постный грибной суп. Это просто и быстро. Обед мы с вами приготовили, теперь настала очередь ужина. Он будет тоже очень вкусным, сочным, ароматным, согревающим, потому что сейчас все-таки холодное время года и будет готовиться быстро. Начинаем. Нам понадобится 1 средняя луковица.
Лук я буду нарезать вот так. Нарезаю его мелким кубиком. Лук отправляю в разогретое масло и оставляю пассероваться на среднем огне. Морковку нарезаю сначала на ломтики. Ломтики нарезаю на полосочки. А полосочки нарезаю на мелкий кубик. Соединяем морковку с луком, перемешиваем и оставляем пассероваться на среднем огне. 400 граммов тыквы нарезаю сначала на полосочки, а затем кубиком около 1,5 сантиметров. Кубики тыквы отправляем в сковороду. Пора поперчить. Я использую смесь перцев. Делаем это, конечно же, по вкусу. И теперь перемешиваем. Я прибавила огонь выше среднего для того, чтобы тыква подрумянилась. На это потребуется около 2 минут. Еще я взяла 4 дольки чеснока, потому что они отлично сочетаются с тыквой. Нарезаю вот такими не маленькими кусочками, маленькие нам совсем не нужны. Тыква уже начала румяниться, самое время добавить чесночок. Тыковка подрумянилась, я сейчас убавила огонь до среднего. Насыпаю 250 граммов гречки, я ее заранее промыла. И наливаю пол-литра воды. Накрываю крышкой и оставляю томиться на среднем огне 10 минут. 10 минут прошло, я снимаю крышку. Отлично, гречка почти совсем готова. Добавляю 250 мл томатного пюре. Вы можете использовать просто томатную пасту. Я добавлю еще немного соли по вкусу. Перемешиваю. Тыква с томатом и чесноком – это очень вкусно. И гречка с тыквой – это тоже очень вкусно. И блюдо получается насыщенным и вкусами, и ароматами. И гречка, она на самом деле очень сытная. Это то, что нужно для ужина в пост. Накрываю крышкой и оставляю на среднем огне еще на 5 минут до полной готовности. Прошло 5 минут, наш ужин готов. Посмотрите, как красиво, ярко и сочно он выглядит, а аромат просто восхитительный. Тыковка нежная и вкусная. Еще мы с вами добавили чесночок, чтобы был отличный акцент. И, конечно, томат с тыквой сочетается просто отлично. По желанию можно добавить свежую зелень или есть так. Тоже очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить гречку с тыквой. Простейшее, но очень вкусное сочетание. Приятного аппетита! Я очень рада, что сегодня с вами поделилась сразу 3 постными рецептами, потому что вы очень много про это спрашивали. Уверена, что все блюда найдут в вашем меню свое местечко и в вашем сердце. Обязательно напишите комментарии с отзывом, что вам понравилось больше, что вы приготовили. Можете, кстати, в комментариях делиться вашими рецептами. Это очень помогает, у меня сразу включается вдохновение. Если это видео вам понравилось, если вам нравится такой формат видео, оцените нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Конечно же, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нашему супер позитивному и вкусному сообществу. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно же, берегите себя.